Сегодня мы с вами приготовим токбокки с морепродуктами. Обычные токбокки мы с вами готовили, но уже достаточно давно. Сегодня сделаем это с морепродуктами. Сначала расскажу, что необходимо для того, чтобы приготовить токбокки. Конечно же, каре ток, рисовые палочки. Они нам будут нужны в объеме 30 штук. И здесь я указываю место, где их можно купить в Анталии, если вы живете в Турции, в Анталии, хотите приготовить дома токбокки. Каре ток – это длинный ток. Есть еще также ток круглый, вот для токбокки нужен именно длинный, рисовые палочки, которые выглядят как палочки. А также, поскольку у нас с морепродуктами, нужны будут сами морепродукты, а именно микс кальмар, креветки, мидии или моллюски в объеме 200-300 грамм. И также нам потребуются отваренные уже вкрутую яйца 4-5 штук и некоторый набор овощей. В моем случае это капуста 200 грамм и лук, половина луковицы. Можно добавить также морковку, даже грибы, овощи, это уже по вашему вкусу. Первое, что мы делаем, подготавливаем морепродукты. Их не нужно размораживать предварительно, достаточно просто опустить их в холодную воду. И не нужно их тщательно промывать, просто опустили и вынули из холодной воды и положили куда-нибудь, например, на дуршлаг или сито, чтобы с них стекла лишняя жидкость. Теперь займемся овощами. Лук. Половина луковицы мы нарезаем полукольцами, такой средней толщины, слишком тонкими делать их не нужно. Теперь займемся капустой. Капуста 200 грамм, мы нарезаем ее достаточно крупно. Здесь тоже мельчить не нужно. Соответственно, если морковь и грибы, то вы их тоже нарезаете кусками среднего размера. Зеленый лук, 8 перьев. Зеленый лук в токбокки кладут много, потому что делают масло зеленого лука. Мы нарезаем его кусками длиной в 3-4 сантиметра. И теперь займемся соусом. Для соуса как база нам потребуется вода в объеме 400 мл. Кстати, тот объем токбокки, который мы делаем, достаточно будет для того, чтобы поесть 3 людям, на 3 персоны. Молотый чеснок, 1 столовая ложка, закладываем прямо в воду и добавляем соевый соус, 2 столовые ложки. Или можно добавить 1 столовую ложку соевого соуса и 1 столовую ложку рыбного соуса для более глубокого вкуса моря. Также мы кладем красный перец чили мелкого помола, порошок, 1 столовую ложку и будем миксовать его с хлопьями. Если же у вас, допустим, нет мелкого помола и хлопьев, тогда можно использовать какой-то один вид перца, либо мелкого помола, либо в хлопьях. Я использую тот и другой. Красный перец чили в хлопьях я добавляю 1 столовую ложку. И теперь сахар. Я использую белый сахар, но можно использовать и коричневый сахар. Кладу 2 столовые ложки и буду использовать мед. Можно использовать также сироп. Если мед и сироп не используете, кладете сахар 3 столовые ложки. Если же мед или сироп, то 1 столовую ложку. Вы кладете, можно использовать кукурузный сироп или же на зерновой сироп, как это делают в Корее. Теперь мы добавляем самое главное, это то, без чего этого блюда не может состояться. Это кочуджан, острая чили паста. Нужна нам в объеме 2 столовых ложек. Можно купить в магазинах корейских товаров или приготовить дома самому. Здесь вверху линк на рецепт, как можно сделать свою домашнюю острую чили пасту кочуджан. Также добавим немного черного молотого перца, буквально щепотку. И теперь нам нужно с вами все хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты хорошо растворились. Теперь приступаем непосредственно уже к приготовлению блюда. Растительное масло 4 столовые ложки мы с вами заливаем на сковороду, достаточно глубокую, и добавляем туда, сразу закладываем прежде нарезанный зеленый лук. Готовим мы это на среднем огне, помешивая, пока не почувствуем явный запах зеленого лука. Мы делаем с вами масло зеленого лука. Когда почувствовали явный запах, добавляем морепродукты и продолжаем готовить на средне-сильном огне, немного помешивая. Когда мы увидим, что морепродукты дали свой сок,
то тогда мы закладываем остальные ингредиенты. Иногда, кстати, вместо воды в соусе используют отвар от морепродуктов. Мы же вот таким вот образом добавим сок морепродуктов и добавляем прежде нарезанный лук, и затем закладываем уже капусту. Если вы также добавляете морковь и грибы, то закладывайте их в это же самое время. После того, как мы заложили овощи, мы все немного перемешиваем и добавляем уже сами рисовые палочки карри ток. Вообще в токбокки также добавляют омук, такие рыбные палочки, но не в виде палочек в основном, а в виде пластин. В этот же момент тогда закладывают, и вы также можете заложить и лапшу в ваши токбокки, но лапшу закладывают позже. Добавив рисовые палочки, мы заливаем весь имеющийся у нас соус. Немного его еще раз размешайте, чтобы собрать из дна. Часто чили паста кочуджан не до конца растворяется. Залив соус, мы все перемешиваем немного и должны довести это до кипения. Здесь мы продолжаем готовить на средне-сильном огне. Когда все закипит, в этот момент мы закладываем яйца. Они уже отварены вкрутую, количество яиц вообще не принципиально и зависит от вашего предпочтения. Если не хотите, то можете вообще их и не добавлять. Теперь мы продолжаем готовить на средне-сильном огне, периодически помешивая. И готовим мы с вами до того момента, когда жидкость у нас с вами не достигнет консистенции соуса. Как только это произойдет, то, собственно говоря, блюдо готово, и его можно подавать к столу. Перед подачей к столу его можно посыпать немного обжаренными кунжутными семенами, буквально щепотка. Если вы смотрите корейские фильмы и дорамы, то, я думаю, вы прекрасно знаете об этом блюде. Оно достаточно известно. Я думаю, что все, кто знает про Корею, в основном его уже попробовали. Его несложно приготовить дома при наличии необходимых ингредиентов. Блюдо острое, и корейцы едят его с рисом. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты.